Поставка и отгрузка товара происходила из Гонконга почтой Гонконга. Несмотря на новогодние праздники, посылка была доставлена на наш адрес всего за 12 дней. Трек-номер отслеживался весь путь, весь отправление 40 грамм. Так как сейчас в России зима и короткий день практически без солнца, то испытывать этот фильтр будем в наше будущее путешествие. Здравствуйте! С полгода назад на официальном сайте SGCAM появилась информация о новом аксессуаре для камеры SGCAM M20. Смотрите на эту информацию в описании к видео. Это защитный ультрафиолетовый фильтр объектива диаметром 40,5 мм с мультипросветлением для экшн-камеры. По информации от производителя, фильтр абсорбирует ультрафиолетовые излучения и уменьшает синий оттенок от дневного света. Фильтр не имеет дополнительной окраски или контраста. Возможна установка и соединение этого фильтра с другими фильтрами. Общая защита объектива M20 уменьшит пыль, влажность и царапины. Этот ультрафиолетовый фильтр SGCAM M20 полезен в качестве общего защитного фильтра, который всегда остается на объективе камеры. Защитные UF-фильтры помогают уменьшить попадание пыли и влаги на ваш объектив и обеспечить дополнительную защиту в случае падения камеры или в ситуации, когда могут образоваться на объективе царапины. Нас заинтересовала эта новая продукция фирмы SGCAM для экшн-камеры M20. Мы используем камеру в достаточно критичных условиях при наших путешествиях. Это воздействие перепада температур, высокая влажность, песок, экстремальные условия съемки в джунглях, на транспорте, на море и так далее. Хотя объектив изготовлен из стекла, у нас часто бывали случаи запотевания объектива, попадания капель влаги при съемке на воде. Попадали мы в ситуации сильного ветра и даже тайфунов. Так как съемки производились на море и в солнечные дни, где идет сильное отражение ультрафиолетовых лучей от воды, то этот объектив также может оказаться очень полезным при наших путешествиях. Мы решили приобрести этот фильтр в интернет-магазине. Минимальная цена этого фильтра на официальных сайтах SGCAM $19,9 доллара. На AliExpress и других китайских интернет-магазинах она составляет от 12 долларов. Средняя цена около 17 долларов. Я покупал на eBay за 9,9 долларов. На момент покупки цена была 560 рублей. Для других камер SGCAM или GoPro такой фильтр можно купить значительно ниже. Ссылка на магазин eBay в описании к видео. А теперь немного о продукте. Упаковка. Коробочка из полипропилена с защелкивающейся крышкой. На внешней поверхности имеется этикетка с отмеченной маркировкой SGCAM M20 и название фильтра ультрафиолетовый фильтр. В коробочке имеется протектор вкладыш из вспененного полиэтилена, предотвращающий перемещение объектива во время транспортировки. Крышка объектива 40,5 мм. В крышке имеется отверстие. Вот отверстие это. Для закрепления ремешка и для сообщения с атмосферой. Я сюда уже привязал ремешок на крышечку. И этот ремешок не мешает защелкиванию ее на объективе. Объектив. Наружный диаметр 42,5 мм получается у нас. Внутренний посадочный размер, вот этот, 21,6 мм. Высота объектива с крышечкой 15 мм. Теперь о маркировке на объективе. Вот здесь нанесена маркировка SGCAM M20. Здесь нанесена маркировка ультрафиолетовый фильтр 40,5 мм и ссылка на сайт SGCAM. Объектив в коробочке со стороны стекла защищен крышкой объектива. Вот этой крышечкой
который легко снимается. А с другой стороны объектива одноразовой пленкой с липким покрытием. Вот она снимается. Это. Плюсы какие? Фильтр садится на объектив очень плотно. И очень хорошо и плотно. Возможно, за счет конусной посадки. К достоинству такого фильтра можно также отнести. На выпуклом объективе камеры сложнее визуально определять соринки, пыли и наличие влаги. На стекле ультрафиолетового фильтра все эти помехи хорошо видны и легко удаляются. На ультрафиолетовый фильтр можно установить поляризационный фильтр или иной стандартный фильтр диаметром 40,5 мм. Возможность легкой замены крышки объектива в случае потери. Стоимость такой крышечки составляет всего 40 рублей на Алиэкспресс. Минусы. Какие здесь наблюдаются при этой покупке? Коробка для упаковки ультрафиолетового фильтра на морозе пользоваться нельзя, так как полипропилен становится хрупким при отрицательных температурах. Если собираетесь постоянно снимать и одевать объектив и хранить, то нужно продумать защиту ультрафиолетового фильтра со стороны объектива камеры для предотвращения попадания вовнутрь фильтра пыли. Для этой цели у нас хорошо подошла вот такая крышечка силиконовая, которую мы покупали раньше на сайте Banggood. Ссылочку я дам в приложении к видео. Эта крышечка очень плотно садится на объектив с внутренней стороны. Она не мешает закрытию коробочки. Все это хорошо закрывается. Вот видите. И за веревочку можно легко фильтр вытаскивать. В общем, на этом я заканчиваю свой обзор. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, задавайте вопросы. Испытывайте, как я сказал, фильтр будем уже, когда будет яркое солнечное освещение в наших путешествиях. Спасибо за внимание.